Внешний край глаза – одна из точек EFT. В традиционной китайской медицине эта область соответствует точке Тунцзиляо GB1. Она расположена у наружного угла глаза и относится к меридиану желчного пузыря. В традиционной китайской медицине этот меридиан связывают с решительностью, выбором направления и переходом к действию. Сочетание ритмической и тактильной стимуляции, внимания, дыхания и когнитивной переработки поддерживает регуляцию стресса и эмоциональных реакций. Теперь посмотрим на эту точку с позиции психосоматики. В эмерджентной архитектуре психики точки не рассматриваются как места, где находятся эмоции или психические функции. Каждая точка дает дополнительный сенсорный сигнал, который вместе с дыханием, вниманием, словами и образами участвует в сборке состояния. Поэтому внешний край глаза мы называем точкой выбора. Почему именно так? После того, как мозг построил прогноз и оценил ситуацию, нервной системе необходимо выбрать дальнейшую стратегию, продолжить привычную реакцию или перейти к другой. Психосоматически здесь важна не отдельная эмоция, а режим застревания между вариантами. Человек говорит: «Не знаю, как поступить, боюсь ошибиться, постоянно меняю решение». Организм продолжает собирать информацию, но переход к действию не происходит. В модели эмерджентной архитектуры психики простукивание внешнего края глаза становится дополнительным сенсорным сигналом выбора. Вместе с вниманием, дыханием, словами и образом он помогает нервной системе перейти от автоматической реакции к более гибкой оценке вариантов. Мы не принимаем решения за человека и не утверждаем, что точка отвечает за выбор. Мы создаем условия, в которых становится легче заметить привычную стратегию и допустить другой способ действия. Практический вывод. Если вы застряли между несколькими вариантами, сначала обозначьте сам выбор – остаться или двигаться дальше, согласиться или отказаться, продолжить привычную реакцию или попробовать другую. Затем простукивайте внешний край глаза, удерживая в поле внимания оба варианта. Задача практики – не заставить себя немедленно решить, а собрать состояние, в котором выбор становится яснее и меньше зависит от автоматической защиты. Каждая точка – это не отдельная функция, а сенсорный сигнал для сборки состояния. Точка выбора вносит в эту сборку возможность перейти от привычной реакции к новой стратегии. Ссылки на научные исследования в описании. Полная практика в первом комментарии.